Всем привет! У нас сегодня небольшое путешествие в Японию. Первый вопрос. Как обладателю F4, находясь в Корее, попасть в Японию? Виза, документы, трудности, билеты. Ну, как оказалось, обладатель F4, да, я так понял, вообще любой визы. В общем, если у тебя есть вид на жительство, скажем так, то это не проблема попасть в Японию из Кореи. Ну, раньше можно было пойти в посольство, сейчас посольство не принимает. В 23-м году, во всяком случае, так было. Нужно через турфирмы работать. Турфирмы тоже не все. В посольстве есть определенный список, то есть те, которым разрешено этим заниматься. Идешь туда, сдаешь все документы и платишь от 70 до 120 тысяч вон, в зависимости от турфирмы. И все, тебя оформляют. Единственное там условие, что на один день пребывания необходимо, чтобы у тебя на счету был 1 миллион вон. И нужно предоставить выписку за последние хотя бы 3 месяца. Выписку из банка. Билеты просто берешь, покупаешь, как вам удобно. Я купил в обычной авиакассе. Пошел, физически заплатил. Я купил билеты в Осаку. Если из Инчона вылетать, из Сеула, можно в Осаку, Фукуоку и в Токио есть. Фукуоку дешевле всего, в Осаку средняя, в Токио дороже. Цель поездки, сроки пребывания в Японии, японская таможня. Ну, цель туризм, наверное. Сроки пребывания разрешается до 15 дней. Разовая краткосрочная виза. Таможня, я не знаю, это или не таможня. В аэропорту проверяли меня. Ну, прям все выпотрошили из сумки. Прям довольно-таки придирчиво смотрят. Но из сумки основной, который багаж, а у меня была напоясная сумка, был рюкзак, и его как-то все это не смотрели, так что вроде как какие-то вещи смотрят подробно, а какие-то вообще не смотрят. Бронирование отеля, пребывание в нем понравилось или нет? Отель я выбирал по принципу самый дешевый, но это был даже не отель, а хостел. Я там 11 ночей, там считаются ночи, по-моему, ночевки, 11, и там 100, что-то около $110, я не помню, ну чуть больше 100, наверное. Ну, не понравилось, потому что это хостел, ты в одной комнате с другими людьми ночуешь. Не самый удобный вариант, но зато дешево. Там также работали не японцы, иностранцы какие-то, европейцы, и был бардак, неразбериха, ну, в плане, как это сказать, администрирования, управления, и там был как бы один недочет, куда-то меня не туда поселили, потом что-то переселяли. В общем, они трогали мои вещи без моего ведома, и у меня там всякие мелочи пропали. Ну, ничего дорогого, может быть, случайно, но такой вот неприятный опыт. Погода какой была в октябре? В Осаке чудесная погода. В октябре очень тепло. Ну, как и летом, наверное, но нет такой прям жуткой жары. Ну, я ходил в футболке. Очень тепло было, и дождей практически, по-моему, не было. Ну, так слегка, по-моему, один раз что-то было. Ну, отлично. В Осаке отличная погода. Я не знаю, как в других местах. Мне понравилось. Даже первые числа ноября, там вот так было тепло. Рост японок симпатичные? Ну, очень много маленьких, прям вот совсем маленьких, наверное, меньше, чем 1,50 м, прям очень часто встречаются. Симпатичные, ну, всякие бывают. Опять же, в Осаке, ну, достаточно много. Говорят, что на самом деле их там якобы нет, но достаточно много симпатичных. Но там проблема, что большое количество носит маски, и трудно просто понять. Так что точно не знаю. Магазины, секонд-хенды? Магазины там шикарные, секонд-хенды, вот подержанных вещей, как это называют, комиссионки. Там их очень много, можно все что угодно, от товаров для дома, бытовых мелочей, техники, специальной техники, бытовой, неважно, хоть какой. Одежда, все это есть по самым разным ценам в различном состоянии. Есть очень дешевые, ну, это просто там рай такой вот. Ну, по сути, как один мой знакомый сказал, у тебя получился такой шопинг-тур. Ну, наверное, так оно и было, да. Я прям в основном ходил по вот таким магазинам, секонд-хендам. Связь, туалеты, еда? Насчет связи ничего не знаю. Я не стал брать симку. Находясь в Корее, можно было купить до вылета в аэропорту. Прилетя в Японию, там тоже можно было взять. Я не стал. Поселился в хостеле, где есть Wi-Fi, но это почти везде сейчас есть. И только там пользовался интернетом, и все, больше никакой связи у меня не было. И, в общем-то, она мне не понадобилась. Насчет туалетов я как-то, ну, я мало там пробовал, поэтому не особо их посещал. Ну, на станциях метро они есть, они чистые, да, и вот по городу я как-то особо не заходил, не обращал внимания, поэтому сложно сказать, насколько часто они встречаются.
Еда, ну, после Кореи могу сказать, что она вообще не острая, там нет перца, ну, практически не попадается никогда. Я не помню, что мне попадалось. Поэтому еда мне понравилась больше, ее просто легче есть обычному человеку, который не привык к перцу. Поэтому еда, ну, я считаю, хорошая еда. Она недорогая, кстати, даже может быть чуть-чуть дешевле, чем в Корее питаться в Японии. Можно как в кафешки какие-то заходить, так и в магазинах там продаются какие-то готовые, ну, как это, ланчбоксы, да, называются. Все это можно по самым разным ценам найти, и есть очень дешевое и довольно-таки вкусное. В целом, какое впечатление от Японии? Ну, мне трудно судить, я там слишком мало был. Вот магазины мне понравились очень. Ну и еда тоже, наверное. Только по вот этим вещам могу сказать, что, наверное, положительное, но я много чего не успел, много чего не увидел, потому что срок очень короткий. Я бы поехал хотя бы на месяц, а может и на 2, но такую визу не дают, к сожалению. Поэтому трудно судить. Но понравилось, и я, наверное, еще поеду, если будет возможность. Ну, на этом все. Всем пока. Всем пока.